Он был брошен здесь умирать. Но лес не отверг его. Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Запястья Итана Коула горели там, где оковы врезались в кожу, когда транспортный корабль начал снижение. Внизу простирался чужой мир без конца и края, леса светились пурпурным под бледным светом двух солнц. Трое насекомоподобных магистратов с блестящими составными глазами сидели напротив него, их выражения были нечитаемы. «Вы понимаете ваш приговор», — щелкнул ведущий магистрат, а его переводчик сглаживал слова в монотонный голос. «Естественная справедливость. Хребты Тарнбек вынесут вам приговор». Итан не сказал ни слова. Аргументы не помогли на суде. Торговец, напавший на него, имел влияние, преступление Итана было самообороной. Здесь ему придется заплатить за эту ошибку. «Люди хвастаются адаптивностью», — сухо сказал другой магистрат. «Посмотрим». Рейвенклоу, так называли вершины хищников в хребтах Тарнбек, никогда не подводили справедливость. Когда корабль дрожал, входя в атмосферу, Итан вспомнил, что слышал о заповеднике леса во время своих месяцев на этой планете. Никто не входил туда добровольно, и те, кто входил, никогда не возвращались. 6 часов, — сказал третий магистрат, щелкая каждым словом осторожно. «Максимум, сколько кто-либо выживает. Завтра мы заберем ваши останки». Итан посмотрел на свои руки. Они были спокойны. Он вспомнил голос дедушки в Монтане, который учил его охотиться. «Хищники не злые», — говорил он. «Они делают то, что должны. Уважай их, сохраняй спокойствие, и иногда они оставляют тебя в покое. Иногда они даже принимают тебя». Корабль приземлился на поляну, окруженную огромными деревьями. Их кора была темно-серая, почти черная, с пятнами слабо светящейся мха. Воздух был странным. Неплохим, просто другим, сладким, почти опьяняющим. Охранник протянул ему рюкзак, нож, фильтр для воды, аварийный маяк, стандартной провизии для изгнанника. «Щедро», — пробормотал Итан. «Маяк гарантирует, что вы найдете мое тело», — сказал охранник, не проявляя эмоций. Корабль поднялся, оставив его в пурпурных тенях. Он накинул рюкзак на плечо и осмотрел поляну. Тишина. Слишком много тишины. Ни птиц, ни насекомых, ничего. Он опустился на колени, осматривая землю. Следы шестиногих хищников, каждый отпечаток размером с его голову, когти впивались в почву. Царапины на деревьях на высоте 2,5 метров, сок еще свежий. «Они знают, что я здесь», — прошептал он. Итан двинулся вдоль края леса, изучая рельеф так же, как делал это в Монтане, читая следы животных, закономерности троп, помет, отметины когтей. Эта поляна была границей. Нейтральной территорией. Через нее прошли несколько хищников, но никто не задерживался. Рядом журчал ручей. Холодная, прозрачная вода. Он наполнил бутылку, затем подошел к скрытой пещере, наполовину прикрытой упавшим бревном. Старые следы когтей показывали, что здесь когда-то жили. Он пролез внутрь, достаточно высокая, сухая, укрытая. Ночь приближалась. Он соорудил у входа в пещеру рыхлое заграждение из веток. Не чтобы остановить что-то серьезное, а как раннее предупреждение. Нож в руке, он ждал. Лес ожил. Странные вопли, щелканье, движение в подлеске. Потом появились глаза, 8 пар вокруг поляны. Итан заставил себя дышать медленно. Страх пахнет иначе, чем спокойствие, напомнил он себе. Паника сделала бы его добычей. Приблизилась более крупная пара глаз. Альфа. Огромные плечи, качающаяся голова, 6 ног, движущихся в идеальной координации. Она остановилась на краю поляны, проверяя его. Итан сидел неподвижно, нож на коленях, не агрессивно, не покорно. Минуты проходили. Шипение, выдох воздуха,
и существо осело на задние лапы. Первый тест пройден. Он все еще был достаточно интересен, чтобы выжить. Наступил рассвет. Глаза отступили, растворяясь в лесу. Итан растянул замерзшие и затекшие мышцы на полу пещеры. Животные около ручья двигались свободно, сигнализируя о нейтральной зоне. Итан провел утро, изучая закономерности, тропы, территории, метки. К полудню он взобрался на гребень, с которого открывался вид на его укрытие. Появилась Альфа Рейвенклоу, огромная и покрытая шрамами. Он замер, вспомнив уроки из Монтаны: осанка, уважение, признание без вызова. Он сел по-турецки, взгляд отведен, без страха. Альфа обнюхала, обошла кругом, и спустя 20 минут показалась любопытной, а не хищной. Итан предложил кусок сушеного мяса. Осторожно, деликатно, Альфа съела его. Незаметное изменение, осанка расслабилась, напряжение ушло. Она ушла без звука. Итан выдохнул. Он учился их языку, а они — его присутствию. Спутники фиксировали все. Магистраты Читаруи были бы шокированы, увидев его живым. Ночь снова пришла. Еще глаза, еще пары, 12 на этот раз. Альфа была неоспоримой, ведущей, защищающей, обучающей младших Рейвенклоу сдержанности. Итан сидел у костра, наблюдая, учась. Малые жесты, терпение, спокойствие. К 7-й ночи он заслужил доверие. Лес шептал вокруг, полон жизни, глаза отражали биолюминесцентное свечение. Итан выжил в хребтах Тарнбек. Он больше не был добычей. Он стал загадкой, а загадки всегда интригуют. Он не стал их лидером, он стал частью ритма. В этом лесу выживают те, кто умеет идти вместе. На следующее утро Итан проснулся от тихого движения. Глаза снова исчезли, но на земле рядом с его костром лежал подарок — кусок свежего мяса и еще теплый. Его рюкзак охотился и делился. Он кивнул один раз. Сообщение получено. Он больше не был добычей, он становился частью их мира, шаг за шагом, одним осторожным жестом за раз. Итан провел утро, исследуя окрестный лес, держась в пределах видимости пещеры. Тропы велись между деревьями, помет отмечал территории, когтевые царапины на коре определяли границы. Лес говорил, и он начал понимать его язык. К полудню он обнаружил хребет с видом на поляну. С этого места он увидел Альфу Рейвенклоу, стоящую, уши дрожали, внимательно наблюдая за ним. Огромное существо стало длиннее, более изящным с момента их первой встречи, 6 ног двигались с текучей точностью. Голова была клиновидной, челюсть сильной, шипы вдоль спины отмечали прошлые битвы. Он замер, вспоминая уроки дедушки о волках. Вызов, подчинение и уважение — все это было тонким. Итан сел по-турецки, взгляд отведен, признавая Альфу без провокации. Дыхание огромного существа сменилось с напряженного на любопытное. Оно медленно обошло его кругом, обнюхивая и наблюдая. Итан оставался неподвижным, руки легко лежали на коленях. Минуты растянулись на полчаса. Альфа тихо фыркнула и устроилась неподалеку, осанка расслабленная, но все еще настороженная. Итан едва улыбнулся. Он прошел второй тест. Малейшие движения могли выдать страх или агрессию, терпение было его сильнейшим инструментом. Он вынул кусок сушеного мяса и осторожно положил его на мох между ними. Альфа подошла осторожно, обнюхала, а затем съела за один укус. Ее осанка еще больше смягчилась. Остальная стая начала появляться из теней, наблюдая. К 7-му дню отношения Итана с Рейвенклоу углубились. Он начал делиться с ними своим костром, оставляя еду, наблюдая за их методами охоты. Они начали терпимо относиться к его присутствию, следуя за запахом, оценивая его намерения. Он наблюдал за одним юниором, маленьким, но ловким, который подошел к поляне, чтобы напиться из ручья. Кажется, он колебался, обнюхивая воздух на предмет опасности.
Итан оставался совершенно неподвижным, позволяя существу понять, что он не угроза. Оно напилось, подняло голову и спокойно вернулось в подлесок. Лес имел нейтральные зоны, место перемирия, где охота прекращалась. Ручьи были священны. Итан заметил тонкие признаки: примятое у воды травяное покрытие, метки запаха вдали от берега, настороженные, но не агрессивные позы хищников. Он понял, что хребты Тарнбек, следуя законам, не слишком отличающимся от Монтаны, территория, иерархия, уважение к границам. Однажды вечером, когда фиолетовый сумрак переходил в ночь, лес взорвался хором щелчков и низких рычаний. Итан сидел у костра, нож в руке, наблюдая. Глаза снова появились, на этот раз множество, как минимум 12 пар. Один подросток подошел осторожно, привлеченный теплом и светом. Низкое урчание альфы заставило его немедленно отступить. Он наблюдал внимательно. Поведение альфы было защитным, обучая сдержанности младших Рейвенклоу. Итан сделал заметку: это не просто инстинкт. Стратегия, терпение и социальные правила управляют этими хищниками. Итан провел следующие несколько недель, наблюдая, изучая и подражая. Он наносил на карту тропы, отмечал территориальные метки, изучал, какие растения безопасны. Корни, похожие на земные виды, проходили тесты на ядовитость, и ягоды были съедобны только в умеренных количествах. Он поднимался на хребты, переходил ручьи и начал спать на открытых местах, окруженный новыми спутниками. Доверие завоевывалось медленно, шаг за шагом. Альфа признавал его, обходя рядом и иногда слегка толкая головой. Через 3 недели после прибытия Итан столкнулся с ситуацией, проверяющей все, чему он научился. Скрипы эхом разносились по лесу, пронзительные, отчаянные. Он схватил нож и бросился к звуку, стая шла рядом. Молодой Рейвенклоу запутался в массе колючих лоз, острых и врезавшихся в мясо. Кровь заливала шерсть, а попытки вырваться лишь затягивали петлю. Мать подошла, рыча, защищая, но не способная освободить потомство. Альфа встал позади нее, бдительный. Итан оценил ситуацию. Эти хищники доверяли ему, но любой неверный шаг мог вызвать смертельную агрессию. Он поднял руки ладонями наружу, показывая, что не угрожает. Он указал на застрявшего юниора, затем показал, как резать ножом. Мать замялась, взвешивая варианты. Кровь лилась из юниора, но его жизнь зависела от кого-то точного и спокойного. Он опустился рядом с существом, тихо говоря: «Спокойно, я знаю, что больно. Я помогу. Оставайся неподвижным, если можешь». Он начал с лоз вокруг шеи, осторожно поддевая ножом древесные стебли. Хлопок. Одна лоза освобождена. Вздох юниора. Часы проходили. Солнце поднялось высоко, лавандовый свет сменился ярким дневным. Его руки кровоточили, пальцы сводило судорогой, но он продолжал. Мать принесла воду в щечной сумке, позволяя ему пить. Он кивнул в знак благодарности и вернулся к работе. Медленно, систематично, он обрезал каждую лозу у корня. К полудню оставались только задние ноги, все еще запутанные. Юниор перестал биться, измотанный. Альфа и мать наблюдали молча, настороженные, но не угрожающие. Наконец, последняя лоза сломалась. Юниор пошатывался, едва не падая. Мать поддержала его. Итан отступил. Кровь покрывала его руки и грудь, смешавшись с кровью существа. Он оставался неподвижным, пока мать не подошла и мягко не прижала лоб к его плечу. Альфа подошла с другой стороны. Юниор толкнул его, облизывая руки. Один за другим члены стаи завершили ритуал. Итан был полностью принят. В ту ночь он спал на поляне, окруженный Рейвенклоу, их тепло защищало его от холода. Доверие было завоевано, хрупкий баланс достигнут. Он больше не был чужаком, больше не был добычей. Он стал частью стаи. Враги становятся семьей, когда появляется цель больше, чем страх.
Стая растет не силой, трагедией, пониманием. Недели превратились в месяц, и понимание Итаном хребтов Тарнбек углубилось. Лес стал его домом, а Рейвенклоу — больше, чем спутниками, они стали семьей. Он двигался среди них с плавностью, усваивая их ритмы и понимая тонкие сигналы общения. Дрожание ушей Альфы означало осторожность, низкие рычания матери — тревогу, а игривые укусы молодых говорили «все в порядке». Он научился читать лес, словно это была живущая карта. Однажды вечером, сидя на хребте с видом на поляну, Итан заметил движение вдали. Его Альфа замер, уши прижаты, взгляд сосредоточен. Приближалась другая стая, больше, дисциплинированная, движущаяся с целью. Итан насчитал 12, возможно, 13 Рейвенклоу. Лидер был неоспорим, массивный, израненный, один глаз затуманен, другой горел интенсивностью. Соперничающая Альфа продвинулась, и началось противостояние. Сердце Итана колотилось. Его стая насчитывала всего 8 взрослых и 3 юниоров. В обычной ситуации, уступая числом, они бы отступили. Но он понимал важное: верность Альфы простиралась дальше инстинкта, она включала и его. Стая не оставит его. Альфа подняла сломанный шип, обнажила зубы, показывая готовность. Соперничающая стая зеркально отразила агрессию. Споры о территории в Монтане научили его важности восприятия. Конфликты часто были психологическими демонстрациями силы, а не немедленным насилием. Итан действовал. Он схватил сухие ветки и воткнул их в землю в грубой полукруге за своей стаей. Зажег их, создав ревущий стеной огонь. Соперничающая стая замялась, опасаясь непредсказуемого пламени. Затем Итан стал бросать камни не в них, а в стороны, создавая шум и хаос. Он закричал, его голос эхом разнесся по лесу, звуча больше и угрожающе сильнее, чем он был. Его Альфа мгновенно поняла и завыла, стая присоединилась. Соперники замешкались, сбитые с толку огнем и шумом. Сколько Рейвенклоу реально защищают эту территорию? Сколько опасностей прячется в дыму? Итан забрался на камень, распростер руки, демонстрируя доминирование без агрессии. Его взгляд зафиксировался на здоровом глазу соперничающей Альфы, непоколебимым. Напряжение длилось 10 минут, сам лес затаил дыхание. Наконец, соперничающая Альфа оценила происходящее. Она была побеждена, но пощажена. Отпустив хватку и не продолжая нападение, стая Итана показала милосердие, признак силы, а не слабости. Медленно Альфа опустила голову, прижала лоб к плечу Альфа Итана в знак подчинения. Меньшая стая вернулась в тень, наблюдая из-за линии деревьев. Лес стал свидетелем силы сдержанности, соединенной со стратегией. В следующие 2 дня соперничающая стая неоднократно проверяла границы. Быстрые набеги, попытки украсть добычу, угрозы, попытки вывести стаю Итана из равновесия. Усталость охватила его стаю. Юниоры не могли отдыхать, взрослые чередовали охрану. Итан изучал схемы. Ему нужна была не только сила, но и коммуникация. Он подошел к своей Альфе в тихий момент и использовал жесты, которым научился, наблюдая, указывание, имитация доминирования без агрессии, демонстрация контролируемой сдержанности. Альфа поняла, сигнализируя юниорам уступить, когда соперничающая стая снова проверяла границы. В ту ночь соперничающая Альфа подошла осторожно. Итан задержал дыхание. 2 Альфы кружились, напряженные, но контролируемые. Затем Альфа Итана кратко прижала челюсти соперницы, достаточно, чтобы показать способность, но без намерения убивать. Соперничающая Альфа медленно поднялась, прижав лоб к плечу Альфа Итана. Принятие. Был установлен баланс. Уважение завоевано демонстрацией силы и мудрости. Стая Итана выросла в численности и уверенности, их территория расширилась без кровопролития, за исключением начального напряжения. Присутствие Итана фундаментально изменило динамику леса. Прошли недели. Объединенные стаи интегрировались.
Бывшие соперники стали союзниками, научились сотрудничать при охоте, делиться знаниями о местности, водоемах и движении добычи. Итан начал обучать простому использованию инструментов: камни для вскрытия защищенной добычи, ветки для увеличения досягаемости. Рейвенклоу приспосабливались быстрее, чем ожидалось, внимательно наблюдая, подражая и импровизируя. Итан тоже учился у них. Он понял, какие части леса нейтральны, где хищники оставляют промежутки в подлеске в форме человека, чтобы обозначить безопасность. Ручьи, каменные образования, хребты были отмечены запахом и зрением. Он двигался как Рейвенклоу, тихо и внимательный, сливаясь с экосистемой. Выживание больше не было одиночным усилием, это было сотрудничество, взаимодействие интеллекта между видами. Хребты Тарнбек начали ощущаться иначе, чем истории, которые он слышал: лес живой, с узорами, уважением и сотрудничеством, а не слепой хищностью. Охотники брали только необходимое, остальное оставляли. Добыча приспосабливалась, избегая ненужного конфликта. Экосистема балансировала сама, косвенно направляемая человеческим влиянием через наблюдение, терпение и эмпатию. Через 3 месяца после интеграции Итан столкнулся с новой угрозой. Проверяя ловушки на северной границе, он услышал механический шум, чужие двигатели, несанкционированное проникновение. Он быстро забрался на дерево, наблюдая с высоты. На поляну приземлился небольшой транспорт без маркировки, незаконный по правилам Тарнбек. Вышли 6 ученых Читаури, вооруженные транквилизаторами и оборудованием для сбора образцов. Итан сжал челюсти. Он видел это раньше: эксплуатация под видом науки. Звуковой приман привел в замешательство молодых Рейвенклоу. 3 забрели на поляну и сразу получили дротики. Ярость поднялась, но он знал, что прямое насилие приведет к жертвам. Требовались терпение, стратегия и влияние. Выходя из укрытия, Итан объявил о себе на языке Читаури, грубо, но понятно. Исследователи замерли. «Ты человек», — сказал один, опуская оружие. Итан кивнул. «Отпустите их или уходите». Они ссылались на разрешение, но он возразил: заповедник закрыт, и территориальный закон важнее любых разрешений. Стая вышла из леса молча, образовав круг вокруг поляны. 23 Рейвенклоу, скоординированные и неподвижные, движущиеся с целью. Уверенность исследователей испарилась. Оружие было бесполезно против численности и интеллекта стаи. Часы шли. Усталость и страх росли. К ночи ведущий исследователь сдался, отпустив транквилизированных Рейвенклоу и отступив с остальными. Итан наблюдал, как его стая окружает освобожденных спутников, проверяет травмы, обеспечивает безопасность. Он твердо обратился к ведущему исследователю: любое несанкционированное вторжение встретит сопротивление, хребты Тарнбек теперь под новым управлением, человеком и Рейвенклоу вместе. Сообщение было ясным. Выживание, уважение и доверие изменили баланс сил в лесу. В ту ночь Итан отправил сигнал через аварийный маяк правительству Читаури. Он официально запросил защитный статус заповедника и всех существ в нем. Несанкционированный доступ не будет терпим. Он был готов обсуждать условия, но Рейвенклоу не образцы, это разумные существа, заслуживающие автономии. Сверху спутники записывали все. Его действия переписывали правила, превращая лес в заповедник сотрудничества, доверия и взаимного уважения. Итан лежал у костра, окруженный теплом, его альфа отдыхала рядом. Юниор, выживший после колючих лоз, нежно толкнул его, полностью интегрированный в стаю. Ночной воздух наполнялся звуками леса, живого, но упорядоченного. Он понимал законы этого места, уроки, извлеченные через наблюдение, терпение и смелость. Адаптация, доверие и сдержанность стали его инструментами. Впервые после изгнания Итан почувствовал, что он принадлежит этому месту. Не как пленник, не как добыча, а как мост между видами, защитник и равноправный участник хребтов Тарнбек. Они пришли за телами, но столкнулись с волей. Здесь больше нет добычи, только границы.
Прошло 6 месяцев с тех пор, как Итан Коул полностью интегрировался со стаями Рейвенклоу. Лес преобразился благодаря их сотрудничеству, а Итан научился двигаться как один из них, тихо, плавно, осознавая каждый тонкий сигнал. С вершины хребта он наблюдал за лесом внизу. Объединенные стаи двигались уверенно, охотились и патрулировали расширенную территорию, теперь в 5 раз больше прежней. Добычи было в изобилии, юниоры росли сильными, а молодые альфы из бывших враждебных стай полностью признали руководство Итана. Итан заметил движение сверху. Дипломатический корабль Читаури спустился в ту же поляну, где его впервые оставили несколько месяцев назад. Он наблюдал спокойно, позволяя стае собраться за собой. Всего 30 Рейвенклоу, мышцы напряжены, верность ощущалась. Симметрия места не ускользнула от него, место оставления теперь стало местом переговоров. Дверь корабля открылась. Вышли 3 Читаури, 2 знакомых магистрата и 3-й, украшенный дипломат, обладающий полномочиями дипломатического корпуса. Итан медленно спустился с хребта, сохраняя спокойное выражение лица. Стая последовала за ним, соблюдая уважительную дистанцию, а обученная не проявлять угрозы. Терпение стало таким же важным инструментом, как стратегия или инстинкт. Итан остановился на поляне. Первым заговорил дипломат, и его переводчик превратил щелкающие звуки Читаури в язык, который Итан мог понять. «Дэвид Коул», — сказал дипломат, — «я посол Трик. Нам нужно обсудить условия». Итан кивнул. «Тогда говорите. Держите оружие в ножнах и соблюдайте уважительную дистанцию. Рейвенклоу не терпят резких движений». Его альфа, с серым окрасом вокруг морды, но все еще внушительная, отдыхала рядом. Юниор, переживший колючие лозы, сидел послушно рядом с матерью. Магистраты выглядели неопределенными, а дипломат излучал сдержанное любопытство. Ваше сообщение принято. Несанкционированные исследовательские группы были остановлены. Мы готовы предложить полное помилование, все обвинения сняты. Вы можете покинуть этот мир с компенсацией, если пожелаете. Взгляд Итана скользнул к Рейвенклоу. «А что с ними?» — спросил он, указывая на стаю. «Заповедник останется под защитой. Исследовательские экспедиции только с разрешения. Рейвенклоу — разумные существа и заслуживают автономии». «Это недостаточно», — возразил один магистрат. «Этот заповедник имеет культурное значение для нашего народа». «Наблюдайте из орбиты», — ответил Итан. «Лесу не нужны посетители. Ему нужно уважение». Дипломат наклонился вперед. «А вы? Что вам нужно?» Итан посмотрел на свою стаю, сканируя их бдительные, но спокойные позы. «Мне нужно знать, что это предложение реально. Что вы обязуетесь защищать, а не просто избавиться от неудобства». Посол Трик сделал шаг вперед один, оставив магистратов позади, жест доверия. «Вы достигли чего-то исключительного», — сказал он. «Вы показали, что разум существует в формах, которые мы не признавали. Что сотрудничество может превзойти виды. Научное сообщество в восторге, а дипломатический корпус видит возможности. Но некоторые боятся того, что вы представляете». Итан встретился с его взглядом. «Я верю, что галактика лучше, когда мы учимся друг у друга, а не доминируем. Я останусь, но на своих условиях. Лес остается под защитой. Только контролируемые визиты для образования, маленькие группы, уважительное поведение. Любой, кто угрожает стае, подчиняется мне». «А что дальше?» — спросил дипломат. «Мне нужны ресурсы, инструменты, медицинские припасы для стаи. Способ связаться с внешними властями при необходимости. И я хочу людей, добровольцев, которые будут учиться, помогать и интегрироваться ответственно. Понять уроки, которые преподают Рейвенклоу». Последовала пауза. «Вы хотите программу?» — спросил дипломат.
Да. Мост. Доказательство, что то, что мы построили здесь, не случайность. Люди способны понимать другие виды, строить связи, учить, а не эксплуатировать. Дипломат обдумал это. Наконец, он протянул конечность, и Итан пожал ее в ответ. За его спиной Рейвенклоу слегка расслабились. Напряжение на поляне спало. Соглашения были достигнуты не только словами, но и демонстрацией лидерства и терпения. В течение следующего месяца хребты Тарнбек вновь преобразились. На краю заповедника возникла небольшая исследовательская станция, вдали от основной территории стаи. Поступили припасы, медицинское оборудование, инструменты, базовые технологии для наблюдения без вторжения. Пришли 3 человека, добровольцы, вдохновленные историей Итана, стремящиеся учиться. Итан учил их тому, что сам освоил, наблюдению, терпению, уважению и языку хищников. 2 добровольцев интегрировались в другие стаи Рейвенклоу, изучая охоту и навыки общения. 3 работал с позвоночными ползучими в верхнем ярусе леса, существами, которых Итан только начал понимать. Лес стал живым классом, где разум и эмпатия определяли поведение больше, чем технологии или оружие. Прошло 5 лет. Хребты Тарнбек приобрели известность во всем пространстве Читаури и за его пределами. Заповедник стал символом межвидового сотрудничества, где человеческий интеллект дополнял хитрость Рейвенклоу. Итан редко покидал лес. Его волосы отросли, кожа закалилась, движения стали плавными и естественными в местности, которую он теперь понимал как вторую натуру. Альфа, с сединой вокруг морды, но по-прежнему доминантная, продолжала вести стаю. Ее сломанный шип стал символом мудрости и стойкости. Юниор из колючих лос вырос в умелого охотника, возглавляя собственные маленькие охотничьи группы, при этом по утрам приветствуя Итана касанием лба. Студенты Читаури посещали специально оборудованные наблюдательные точки. Они наблюдали, как Итан учит молодых Рейвенклоу использовать инструменты и координировать охоту. Они записывали стратегии, которых раньше не было, наблюдая за работой хищника и человека в гармонии. Итан объяснял студентам, интеллект нельзя измерять только через технологии. Сотрудничество, понимание и уважение равноценны. Вечера стали ритуалом. Итан сидел у костра, записывая сообщения для Земли, отвечая на вопросы о выживании, эмпатии и методах взаимодействия, а не доминирования. Он часто размышлял о том, что привело его сюда: изгнание, наказание, жесткая система, которая недооценивала его. Но в хребтах Тарнбек он нашел смысл. «Люди спрашивают, чему я научился здесь», — сказал он съемочной группе. Они хотят узнать, как приручить диких существ. Это неправильный вопрос. Я никого не приручал. Я присоединился к ним. Я выучил их язык, а они — мой. Мы нашли общую основу. Альфа устроилась рядом, создавая ощущение тепла и доверия. Голос Итана слился с голосами стаи в вечерней песне, гармоничное сочетание человека и Рейвенклоу. Через темнеющий лес хор разных голосов донес послание, уважение, сотрудничество и принадлежность. Уроки распространились за пределы хребтов Тарнбек. Наблюдатели сообщили о методах другим регионам, влияя на политику управления территориями и межвидовое взаимодействие. Древнейший закон Земли, выживание сильнейших, смягченное адаптацией, действовал и здесь. Люди выживали не только благодаря силе, но и через сотрудничество. Та же закономерность работала и на чужих мирах. Через эмпатию, терпение и наблюдение Итан Коул построил мост между видами, показав, что верность и семья могут преодолеть биологические различия. Его история, когда-то история изгнания, страданий и одиночества, стала свидетельством истинного значения цивилизации, не доминирования, а понимания. Звезды сияли над хребтами Тарнбек. Знакомые созвездия, просто видимые под другим углом, освещали лес. Итан прислонился к Альфе, улыбаясь. Он путешествовал по галактике, чтобы понять то, чему его учил дед в Монтане: уважай дикую природу, понимай хищника, заслужи место в стае. Терпение, наблюдение и сотрудничество
ключи к выживанию и гармонии. Рейвенклоу начали вечернюю песню, их голоса соединялись с голосом Итана. Разные, но гармоничные. Человек и чужак поют одну и ту же истину. Съемочная группа позже назвала это самым красивым звуком, который они когда-либо слышали, живым доказательством эмпатии, сосуществования и удивительных возможностей, которые возникают, когда действия направляются пониманием, а не страхом. Итан закончил запись и прислонился к теплому телу Альфы. Завтра придут новые студенты, новые вызовы и еще мосты между видами. Но сегодня вечером он был дома. В окружении семьи — доказательство того, что изгнание может превратиться в принадлежность, наказание, в смысл, а дикие места могут научить самым важным урокам цивилизации. Дом Нере — это не место. Дом Нере — это те, кого ты защищаешь. И за эту стаю он будет стоять до конца. Прошли годы с тех пор, как Итан Коул впервые сделал хребты Тарнбек своим домом. Лес процветал благодаря тщательно поддерживаемому балансу, который он взрастил. Объединенные стаи Рейвенклоу насчитывали более 30 особей, скоординированных и дисциплинированных, но все еще диких и свободных. Добыча двигалась осторожно, осознавая интеллект стаи, а другие виды адаптировали свое поведение, чтобы сосуществовать в этом тщательно поддерживаемом экосистеме. Сам лес научился жить с людьми так же, как люди научились жить с ним. Итан тоже изменился. Его волосы отросли длинными, с серебристыми прядями, кожа загорела и загрубела под чужими небесами, движения стали точными, тихими и осознанными. Он мог пересекать заросли колючих кустарников, не оставляя следов. Даже на расстоянии стая ощущала его присутствие. Когда он приближался, Альфа поднимала морду и дергала ушами. Юниор из колючих лоз, теперь полностью выросший, подпрыгивал рядом с ним с утренним касанием лбом, ритуалом, ставшим их негласным приветствием. Образование стало центральной частью миссии Итана. Правительство Читаури создало программы наблюдения и разрешило тщательно контролируемые визиты. Ученые, натуралисты и добровольцы приезжали, чтобы наблюдать и учиться у взаимодействий, которые он наладил. Каждый урок подчеркивал принципы, которые он открыл: терпение, уважение, наблюдение и понимание природной иерархии. Люди не доминировали силой, а мудростью и сотрудничеством. Одним утром Итан двигался по лесу вместе с 3 добровольцами, которые интегрировались в стаи. Они наблюдали издалека, как Рейвенклоу координировали охоту. Используя местность в своих интересах, хищники загоняли добычу в стратегические засады, подготовленные за последние месяцы. Добровольцы с изумлением наблюдали, как интеллект, планирование и инстинкт переплелись. Итан шептал указания на нескольких сигналах Рейвенклоу, которые он освоил, и стая реагировала безупречно, как будто читая его мысли. Несмотря на гармонию леса, вызовы оставались. Иногда появлялись несанкционированные исследователи, любопытные к легендарному заповеднику. Каждое вторжение встречалось твердым сопротивлением, тонким, контролируемым, несмертельным, направленным на предотвращение вреда и демонстрацию доминирования стаи. Итан понял, что устрашение, сочетанное с терпением и демонстрацией последствий, часто более эффективно, чем насилие. Каждый раз лес как будто подкреплял урок, ловушки, запаховые метки и бдительная стая гарантировали, что нарушители понимали границы. Однажды вечером Итан сидел у костра, окруженный Альфой, Юниором и несколькими взрослыми особями. Сквозь просветы в кронах сияли звезды, созвездия знакомые, но чужие с этой точки зрения. Он размышлял о пути, который привел его сюда: изгнание, страх, голод и, в конце концов, принятие. Каждая рана на его теле и каждый знак на стае рассказывали историю. Хребты Тарнбек уже не были просто заповедником, они стали живым свидетельством сосуществования. Съемочная группа, уже привыкшая к рутине, осторожно подошла, чтобы записать вечерние песни. Итан и Альфа устроились в центре поляны, остальная стая сформировала защитный полукруг. Когда их хор начался, низкий человеческий голос Итана слился со сложными криками Рейвенклоу. Звук разносился по лесу,
отражаясь от скал, пронизывая деревья и посылая ясный сигнал: эта территория принадлежит тем, кто понимает, уважает и защищает ее. Итан часто посещал северные границы заповедника. Там он наблюдал за движениями других стай, отмечая, как они начали подражать его методам сотрудничества. Даже соперники усвоили тонкие уроки: охота с целью, избегание лишнего насилия, уважение к меткам территории и понимание интеллекта соседних хищников. Изменения начали распространяться, создавая сеть равновесия в ранее хаотичной дикой местности. Поставки и добровольцы продолжали периодически прибывать. Медицинское оборудование позволяло Итана быстро оказывать помощь, а инструменты способствовали исследованиям без вмешательства. Молодые Рейвенклоу учились использовать камни для вскрытия твердой добычи или палки для увеличения досягаемости, подражая методам, которые Итан ввел. Эти небольшие инновации естественно распространялись по стае, ведь интеллект распознавал интеллект. Итан поражался их адаптивности, понимая, что обучение требует не только языка, но доверия, терпения и демонстрации. Дипломатические отношения с Читаури развивались вместе с заповедником. Посол Трик часто посещал их, всегда в сопровождении магистратов и исследователей, которые подходили с уважением. Каждое посещение подтверждало понимание того, что интеллект может проявляться в неожиданных формах. Студенты и ученые со всей галактики приезжали в заповедник, чтобы изучать взаимодействие человека и Рейвенклоу, часто уходя глубоко измененными после опыта. Влияние Итана простиралось за пределы хребтов Тарнбек. Отчеты о его методах вдохновляли изменения в других территориях, подчеркивая сосуществование и наблюдение вместо доминирования и эксплуатации. Леса, когда-то место постоянных конфликтов, становились моделями контролируемого взаимодействия, где человеческое руководство поддерживало интеллект хищников, а не подавляло его. Однажды вечером, записывая очередное сообщение для Земли, Итан размышлял о принципах, которые руководили его путешествием. «Люди спрашивают, в чем секрет», — сказал он в камеру. «Секрет не в приручении, не в силе. Он в терпении, наблюдении и уважении. Мы не доминировали над Рейвенклоу. Мы стали частью их мира, а они — частью нашего. Интеллект распознает интеллект. Верность отвечает верностью. Семья превосходит виды». Альфа прижалась к его боку, юниор устроился рядом, а другие взрослые поддерживали бдительные позиции по краям поляны. Лес казался живым, наблюдающим, слушающим. Ночь наполняли звуки насекомых, далеких ручьев и редкие крики хищников за пределами основной территории заповедника. Звезды отражались на лице Итана, молчаливые свидетели создаваемого наследия. С рассветом он возглавил скоординированный патруль леса с добровольцами и Рейвенклоу. Тропы прочищались, проверялись капканы, ухаживали за ранеными, а молодых хищников наблюдали и мягко корректировали. Заповедник процветал как сеть коммуникации, заботы и межвидового понимания. Каждый день укреплял уроки выживания не через насилие, а через адаптацию и сотрудничество. Спустя годы хребты Тарнбек стали известны в нескольких звездных системах. Люди и Рейвенклоу сформировали партнерство, которое изучалось и восхвалялось, став примером сосуществования, где эмпатия равна силе. Посетители видели изобилие леса, здоровье хищников и тщательно поддерживаемый баланс экосистемы. Они записывали стратегии охоты, социальные взаимодействия и использование инструментов. Но они также учились философии Итана, терпении, уважении и пониманию, что каждое существо имеет свое место. Сидя у костра, с длинными седыми волосами, Итан улыбался. Он прошел через галактику, чтобы понять то, чему его учил дед на Земле: уважай дикую природу, понимай хищника, заслужи свое место и никогда не недооценивай терпение и наблюдение. Хребты Тарнбек доказали верность этому уроку для видов, миров и времени. Рейвенклоу начали вечернюю песню. Голос Итана присоединился к их, низкий и спокойный, гармонируя с чужими криками. Лес отвечал, как бы признавая достигнутый баланс. Это был дом. Не просто место, а состояние бытия. Союз видов, свидетельство интеллекта, эмпатии и силы сосуществования. Съемочная группа назвала это самым красивым звуком, который они когда-либо записывали.
Итан откинулся, прижимаясь к Альфе, и наблюдал, как появляются звезды. Вселенная научила его, что чувство принадлежности может возникнуть в самых неожиданных местах. Что изгнание может стать домом, наказание — смыслом, а понимание, а не доминирование — старейший закон выживания. Лес, стая и Итан существовали вместе как доказательство. Жизнь процветает, когда интеллект встречается с интеллектом, уважение с уважением, и место каждого существа соблюдается. И над хребтами Тарнбек, под теми же звездами, что когда-то сияли на земле, человек и его стая пели песню единства, наследия и надежды, которая будет звучать по мирам на поколение вперед. Спасибо, что слушали «Мир научной фантастики». Если вам понравилась история, поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До следующего раза смотрите на звезды и помните, даже в самых отдаленных галактиках именно семья делает нас людьми.